Анна плакала, пытаясь сдержать слезы, с каждой минутой все крепче прижималась к груди своего дедушки, старого, доброго Ивана Петровича. Он гладил ее по голове, словно ей снова было 6 лет, а не 18, и пытался говорить спокойно, без надрыва в голосе, который все равно прорывался сквозь каждое слово. «Аннушка, родная, потерпи немного. Это начало чего-то нового. Ты сильная. Ты справишься. Я горжусь тобой». Он не говорил, что ему самому больно. Не говорил, как ночью тайком плакал в своей старенькой кровати, осознавая, что теперь они будут видеть друг друга только по праздникам, и то, если получится. Его внучка уезжала из их поселка в большой город, учиться, строить жизнь, искать себя. Поезд неспешно, с тяжелым железным вздохом тронулся с платформы. Анна вытерла слезы и побежала в конец вагона. Там, прижавшись лицом к запотевшему грязному стеклу, она стояла, пока не исчез последний дом, последний поворот, последний клочок родной земли. Ей предстояло жить в Невинске, городе с шумными улицами и многоэтажками, где небо казалось ниже, а люди — холоднее. Встречал Анну Михаил Сергеевич, старый друг ее деда и бывший преподаватель химии, переехавший в город много лет назад. После смерти жены и потери сына он жил один, и когда Иван Петрович попросил его принять внучку, он не колебался ни секунды. «Я помогу тебе, чем смогу», — сказал он, встретив ее на вокзале. С Михаилом ей было удивительно легко. Он оказался человеком веселым, добродушным и чутким. Они часто разговаривали по вечерам, пили чай на балконе, и она быстро привыкла к его спокойному присутствию в своей жизни. Именно он помог ей преодолеть страх перед городом, толпами, трамваями и серыми лицами. Учеба в медицинском колледже сначала казалась ей страшной. Но со временем все стало на свои места. Анна нашла друзей, сдала первую сессию и даже полюбила анатомию. Через год она уже не чувствовала себя чужой. А через 2 стала одной из лучших на курсе. Михаил Сергеевич называл ее своей внученькой и часто говорил: «Вот увидишь, еще спасешь не одну жизнь». После окончания колледжа Анна выбрала не больницу, как многие, а станцию скорой помощи. Она чувствовала, что должна быть там, где беда приходит неожиданно, где нет времени на размышления, где каждый вызов — это как экзамен. Там, среди постоянной спешки, сигналов сирен и запаха перекиси, она встретила Дмитрия. Это был обычный вечер, как все, но обернулся он чем-то большим. На вызове у ресторана произошла драка, и в результате один из пострадавших оказался при смерти. Именно его Анна сопровождала в больницу. Все время в дороге она держала его за руку, постоянно повторяя: «Ты не умрешь. Только держись». Парня звали Дмитрий. Молодой, высокий, с глазами, полными боли и растерянности. Врач сказал, что травма серьезная, повреждение позвоночника. Неизвестно, встанет ли он на ноги. Анна не могла забыть его лицо. На следующее утро пошла в больницу. Потом снова и снова. «Я не знаю, зачем я это делаю», — призналась она Михаилу. «Знаешь», — мягко ответил он, — «просто боишься признаться себе». Через месяц Дмитрию разрешили пересесть в инвалидную коляску. Они гуляли по больничному двору. Он шутил: «Анна, ты такая сильная. Давай я тебя в этой коляске до Парижа довезу». «Ну, давай». Смеялась она, и ее смех был громким, искренним, давно забытым. Но однажды он просто исчез. Родители перевезли его на лечение за границу. Без прощания, без письма. Ни номера, ни адреса. Прошли месяцы. Анна погрузилась в работу. Дядя Миша и дед старались поддержать ее. Но она чувствовала, что потеряла что-то важное. Поняла, что это была любовь. А потом Дмитрий вернулся. Просто вошел в больницу с цветами и такой улыбкой, что у Анны вздрогнуло сердце. Она даже не заметила, как оказалась в его объятиях. Все вокруг исчезло, остались только они. Позже они поженились. Родители Дмитрия были богаты. Особняк, подарки, квартира в элитном районе. Но мать мужа сразу заявила: она не нашего круга. Анна чувствовала это каждый раз, как заходила в их дом.
Вскоре отец Дмитрия, влиятельный чиновник, прямо сказал: «Постарайся, чтобы ты и мой внук появлялись здесь как можно реже». Но Анна была счастлива. До тех пор, пока не произошла авария. Она ехала в такси, нужно было оформить декретный отпуск. И вдруг удар, крик, боль. А потом ужасная тишина. Ребенка не стало. И ей сказали: детей больше не будет. С этого дня жизнь пошла под откос. Дмитрий изменился. У него снова появились друзья, вечеринки. Его мать открыто говорила: «Женись на другой. Тебе нужны наследники». После этого Анна подала на развод. Михаил Сергеевич был рядом. Его забота, внимание, даже молчание — все это спасало ее. Он водил ее к врачам, к психологам. Говорил: «Анна, ты не одна. Ты сильная. И ты еще будешь счастлива. Я верю». Со временем она пришла в себя. Перевелась в роддом. Там спустя год произошла история, изменившая все. В ту ночь привезли девушку, подростка. Она пыталась уйти из жизни. Ее спасти не удалось, но была надежда спасти ребенка. Когда он родился, врачи поняли поздно. Он не дышал. «Нет!» — закричала Анна и кинулась к малышу. «Он будет жить. Он мой». Она делала ему искусственное дыхание, шептала: «Ты нужен мне. Живи». И вдруг тонкий писк. Малыш подал голос. Его назвали Арсением. Анна усыновила его, оформив все документы. Она уехала с ним в Сосновый Бор к дедушке. А потом устроилась фельдшером в соседнем селе. Так началась ее новая жизнь. Прошли годы. Арсений вырос. У него оказался блестящий ум, особенно в технике. Учитель информатики Кирилл стал для него наставником и вскоре мужем Анны. В 18 лет Арсений выиграл грант и уехал в Канаду. Через год пригласил семью к себе. Но дед Иван Петрович был слишком стар, боялся перелетов. Решили ехать вдвоем. За сутки до вылета раздался звонок. «Анна?» «Это Олег. Я хочу увидеть сына». «Арсения». «Он мой». Оказалось, биологическая мать Арсения — бывшая девушка Олега. Он узнал об этом недавно. Теперь он инвалид, без семьи, без средств. Просил помочь. Анна все рассказала Арсению. Он обнял Кирилла и сказал: «У меня один отец. И одна мама. Вы — моя семья». Он оплатил Олегу лечение и попросил больше никогда не появляться. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!